Этот человек такой чуткий, внимательный, ты когда с ним общаешься, вот кажется, что можно поделиться с ним чем угодно, он поймет тебя. Но вот общаясь с таким человеком, со временем ты начинаешь замечать, что ты чувствуешь какую-то тревогу, какие-то сомнения, какая-то непонятная вина. И вроде бы это как бы совпадение, но на самом деле это не так, потому что возможно, что ты общаешься с темным эмпатом. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим о 5 признаках темного эмпата и вообще, что это за люди такие. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое, это что такой человек чувствует эмоции, но не чтобы помочь, а чтобы управлять. Часто бывает, что есть у тебя какой-то вроде бы друг, который тебя очень хорошо понимает, он как-то вот тебя чувствует, ему можно все рассказать, но потом оказывается, что здесь формируется определенная зависимость, потому что вот этот человек, он как будто бы твой такой личный духовник, личный какой-то, не знаю, как бы психолог. Вот. Есть ситуации, когда, скажем, женщина начинает отношения с мужчиной, у нее возникают какие-то проблемы, скажем, такая классическая проблема, когда женщине не хватает внимания от мужчины, она, как бы еще не знает, как ему это сказать, возможно, у нее есть какие-то проблемы, либо она ему говорит, но он не слышит, пока они еще не договорились, либо там могут быть проблемы в динамике отношений, и она об этих своих проблемах делится со своей подругой, такая хорошая подруга, которая всегда выслушает, которая всегда готова, так сказать, прийти на помощь, подставить свое плечо жилетку. И вот эта подруга вроде ее как поддерживает, вникает во все ее вопросы. И вот со временем оказывается, что женщина не может принять никакого решения по поводу этих отношений, не посовещавшись с этой подругой. Она не может не развивать их дальше без ее какого-то одобрения, она не может не выйти из этих отношений, то есть вот ее подруга, она становится таким важным советчиком. Соответственно, темный эмпат часто использует свою эмпатию для того, чтобы стать таким очень важным человеком для кого-то в своем окружении, а потом им таким образом управлять. Вторую вещь, которую может делать темный эмпат, это эмоциональное слияние через вот такое отзеркаливание вас. То есть вы общаетесь с человеком, видите, что у него есть какие-то увлечения, по поводу которых он так горит, есть вещи, которые его волнуют, и он может по поводу расстроиться по поводу этих вещей. То есть у него вроде как живой, насыщенный эмоциональный мир. Но на самом деле темный эмпат не показывает себя, он старается вас зеркалить. Предположим, вы с ним пообщались, и он понимает, что вы очень переживаете по поводу бездомных животных. Это ваша такая штука. То есть вы когда видите там, скажем, какую-то замерзшую маленькую собачку, у вас сердце сжимается, вы ничего не можете с собой поделать. И он также показывает, что его также это волнует. И что здесь происходит? Вы чувствуете, что у человека есть та же какая-то эмоциональная боль, которая есть и у вас, и вы по этому поводу сливаетесь. Вы как родственные души. Вы по поводу этих животных переживаете, и он переживает. И какое-то ощущение своего человека. И когда вы видите на улице где-то собачку такую, у вас сердце сжимается, вы ничего не можете с собой поделать, вы находитесь в эмоциональном состоянии. А он нет, потому что это не его тема. Он это смимикрировал, он просто показывает, что его волнуют собаки, и таким образом он может вами управлять. Например, он специально поднимает тему бездомных животных, вас накрывают эмоции, и вы становитесь очень податливы для того, чтобы он смог вам что-нибудь как-то вами проманипулировать. Третья вещь, это темный эмпат может вашу откровенность использовать как инструмент влияния на вас. Причем он запоминает не какие-то сухие факты, а такие эмоциональные связки. Предположим, вы с ним как-то разговариваете, и вдруг там по душам как-то, между прочим, поделились, что вам иногда сложно тратить крупные суммы денег, вы волнуетесь по этому поводу, сложно принять финансовое решение. Хотя, конечно, вы, как правило, это делаете, просто у вас есть, такие бывают сложности, просто такого эмоционального какого-то уровня. Он, конечно, это все вас понимает, поддерживает и все такое, но чуть позже, когда вам нужно потратить какую-то крупную сумму денег, а ему это не хочется, чтобы вы так делали, он вам говорит, что ты же знаешь, что ты не умеешь принимать такие решения. Поскольку вы раньше с ним об этом говорили, и он как-то был эмоционально вовлечен в эту вашу проблему, вы как бы попадаете туда в сомнения свои, и вы можете таким образом сделать так, как ему нужно, то есть не потратить эти деньги. Четвертая вещь, с которой вы можете столкнуться, это то, что темный эмпат может своей такой психологической глубиной какой-то эмоциональной вас затянуть в зависимость. Такое часто бывает, знаете, с разными этими гуру, какими-нибудь там психологами, которые имеют свою какую-то оригинальную школу психологии и такой узкий круг приближенных таких апостолов. Как правило, это очень податливые люди, у которых небольшой круг общения, мало каких-то таких людей, с которыми можно по душам поговорить. И тут вдруг оказывается какой-то темный эмпат, человек, который один из всех вообще на свете меня хорошо понимает. Он знает, что я хочу даже лучше, чем я. Он такой, скажем, гуру, или он просто очень такой проницательный. И таким образом, конечно, формируется зависимость, и ты потом не можешь и шагу ступить без его одобрения, без его какого-то, не знаю, чтобы с ним это не обсудить. Часто такие темные эмпаты собирают
вокруг себя какое-то ограниченное такое количество людей, такой типа мини-секты, среди которых они чувствуют себя заслуженно такими мессиями. То есть люди, которые получают от них их вот эту вот эмоциональную какую-то поддержку, какую-то эмоциональную глубину, становятся просто их, не знаю, последователями. Это как такая пирамида формируется. Пятая вещь, с которой вы можете столкнуться, это когда темный эмпат уходит из отношений, он может поставить такую точку эмоциональную, что вы от нее потом можете сложно очень оправляться, вам будет очень больно. Он знает, на какое место вам надавить, потому что вы очень много чем с ним поделились. Он чувствует вас, он чувствует ваши какие-то эмоциональные слабости, темы, по поводу которых вы очень так ранимы. И он ранит вас вот в эту ранимую точку. Дело в том, что люди со здоровой эмпатией чувствуют чужую боль и, соответственно, стараются не причинять боль другим людям, потому что им становится больно. Вспомните, бывает, что нужно с человеком расстаться, и тебе сложно ему сказать, что нам нужно расстаться, потому что ему будет больно, и немного будет больно и тебе. Оно будет как эхо отражаться. То есть ты вроде бы как понимаешь, что это в твоих интересах расстаться с человеком, но тебе все равно сложно это сделать, потому что ему будет больно, а ты будешь находиться рядом, и тебе тоже будет больно. Он видит, какие у вас есть ранимые места, он может туда вас ранить, но от того, что вам больно, ему совершенно нормально. На него это так не действует. Таким образом, нужно понимать, что темный эмпат это не какой-то хищник, это человек, который использует свою эмпатию для выстраивания отношений, но не отношений полных любви, там где есть паритетные такие равноправные отношения, а отношения там, где у него есть власть над другими людьми. И когда вы находитесь в отношениях с таким человеком, очень важно обращать внимание на свои эмоциональные какие-то изменения. Очень важно прислушиваться к себе. Если вы общаетесь с человеком, он такой вроде бы как вдумчивый, внимательный, такой, не знаю, какой-то вежливый и приятный, но вам от этого как-то тревожно, или вы постоянно чувствуете вину, когда рядом с ним находитесь, вам как-то есть какое-то напряжение, то просто нужно проанализировать, почему это происходит, как он на вас таким образом влияет. И, соответственно, если вы понимаете, что эта тревога никуда не уходит, наверное, лучше с таким человеком как-то дистанцировать общение. Если в вашем кругу есть люди, общение с которыми вам кажется не вполне прозрачным, вам кажется, что люди стараются вас как-то использовать или как-то на вас воздействовать, и вы не можете с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня на канале под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами работаем. Также можете поделиться в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с темными эмпатами. Такими людьми, которые вроде бы такой очень внимательный, очень хорошо тебя чувствуют, но потом как-то тебя используют не всегда явно. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь собственным опытом, также если вы поделитесь, как вы с этими людьми могли выстроить границы, как мы смогли с ними, так сказать, разойтись бортами. Если эта тема вам кажется интересной, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.